Всем привет! Меня зовут Анна Тюмерова и добро пожаловать на новый мастер-класс. Сегодня мы с вами будем делать вот такое вот чудо, вот такой великолепный букет своими руками. Как его делать, смотрите в этом видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я заметила такую тенденцию, что многие из вас смотрят мои мастер-классы без подписки. Вы меня сильно, честно говоря, очень сильно поддержите, если просто подпишетесь. Вы все равно смотрите эти мастер-классы, вам интересно то, что я делаю и как это делается. Поэтому не жалейте, подписывайтесь, будем дружить, будем вместе мастерить и вместе радовать наших родных и близких красивыми подарками. И в первую очередь нам с вами нужно сделать основу для этого букета, и для этого я беру лист формата А3 вот такого белого цвета. Он у меня размерами 41 на 29 сантиметров. Из этого листка начинаю собирать кулечек, так чтобы этот уголочек плавно переходил вверх кулечка. Диаметр круга кулька должен быть 14 сантиметров. Теперь этот кулечек нужно зафиксировать. Для этого я беру узкий скотч и узким скотчем фиксирую в самом низу этого кулька. После этого он уже не будет распускаться и будет именно в таком положении. Если посмотреть по высоте, то этот кулечек 41 сантиметр. Для того, чтобы было удобно собирать цветы, мне нужен небольшой кусочек пеноплекса. Его я беру таким же диаметром, как и сам кулечек, 13-14 сантиметров. И я его буду вставлять внутрь этого кулька. Но для того, чтобы этот пенопласт не разлетался, я его оберну в фетр. Для этого беру кусочек фетра и просто заворачиваю этот пеноплекс в этот кусочек. При том, что я здесь фетр не буду склеивать нигде клеем, просто перевяжу скотчем в самом низу. Этого достаточно. У меня получилась такая основа, обернутая зеленым фетром, которую я и буду вставлять в этот кулечек. Но для того, чтобы она держалась, мне нужно ее зафиксировать. Поэтому с каждой стороны этой основы я наношу термоклей. И после этого аккуратненько вставляю основу с фетром в этот кулечек. Теперь он таким образом зафиксируется и не будет ерзать в разные стороны. Будет хорошо держаться кусочек пеноплекса в этой основе. Такой основы нам достаточно для того, чтобы начать делать букет из конфет. Именно на этой основе мы и будем сегодня собирать наш букет. Далее я беру флористическую пленку серого цвета, именно такого серо-голубого я выбрала в этот раз, и этой пленкой я буду оборачивать сам букет. Из этой пленки я отрезаю отрезок 60 на 40 сантиметров и заворачиваю эту основу кулечек этой пленочкой. И у меня получается, что верхушка основы совпадает с верхушкой пленки. Для того, чтобы эта упаковка не распускалась, здесь по краю я наношу термоклей и аккуратненько фиксирую к самому кульку. И теперь основа будет хорошо держаться. И у меня получается вот такая заготовка для букета. Но для того, чтобы эта упаковка не вылетала и основа кулечек хорошо держалась в этой упаковке, я вытаскиваю кулечек с основой, по краю наношу термоклей, жду немножко, пока клей чуть-чуть остынет, чтобы он был не горячий, и после этого вставляю основу обратно в эту упаковку. При том, что слежу за тем, чтобы угол основы и угол упаковки были примерно в одном направлении. У меня получается такая заготовка для нашего букета. Но до того, как я буду заполнять, смотрите, здесь получается скос более плавный. Мне же хочется скос у этого кулечка сделать более резкий, и поэтому с краешку часть бумаги я отрезаю. Посередине отмеряю 5 сантиметров, и на эту глубину я отрезаю упаковку. И делаю плавный переход в одну сторону и в другую сторону.
И теперь у меня скос получился более крутой, и теперь здесь букет будет смотреться лучше, и цветочки не спрячутся за упаковкой. Самое главное, чтобы по краешку упаковка была ровная, если есть какие-то неровности, их отрезаем. Готова основа, и теперь сюда начинаем собирать цветы. Гипсофилы у меня будут вот такие, которые мы с вами делали совсем недавно, они у меня белого цвета. Ссылочку я вам обязательно оставлю под этим видео. И вот такие милые розовые розочки. Мастер-класс я тоже недавно вам показывала, поэтому если вдруг вы не ознакомлены с мастер-классом, обязательно знакомьтесь и делайте вместе со мной. Для того, чтобы вокруг цветов не было много пустых мест, и для того, чтобы создать зелень вокруг этих цветов, я беру фетр. Тот же самый фетр, которым оборачивала основу. Нарезаю его на отрезки 11 на 12 сантиметров, и из этих отрезков я делаю фунтики. Складываю их вот таким образом. По самому низу наношу немножко термоклея и оборачиваю этими фунтиками розы. Но оборачиваю таким образом, чтобы розочка сама этими фунтиками не закрылась. Самое главное здесь создать юбочку и зелень под этим цветком. Поэтому слежу за тем, чтобы верхушка была такая же розовая и розы виднелись во всей своей красе. Беру следующий цветок и следующий фунтик. Складываю его таким образом, наношу термоклей и приклеиваю вокруг цветочка. Каждую розу я оборачиваю таким фунтиком. У меня готовы все розочки, каждая из них надела свою юбочку в виде зелени, и теперь начинаю собирать сам букет. Беру основу кулечек, который я заготовила, и сюда в первую очередь я буду вставлять гипсофилы. Первый цветок гипсофилы я вставляю в самом верху, притом слежу за тем, чтобы основа у меня не закрывалась, чтобы упаковка виднелась. Гипсофила была примерно на 5 см ниже самого верхнего уголка. Цветы гипсофилы в этом букете я буду распределять по кругу и слежу за тем, чтобы создавалась пышная шапочка в круговую по всей основе. Если вдруг не нравится расположение цветочков гипсофилы, я их немножко меняю, направляю в том направлении, в котором мне нужно. Если в самом верху у меня упаковка виднеется и гипсофилы ниже этой упаковки, то к низу букета я сделаю так, чтобы гипсофила немного виднелась. Поэтому со временем по краешку я ее приподнимаю, и в самом низу букета она у меня будет выше самой упаковки. Я делаю так, чтобы цветы гипсофилы хорошо виднелись. Для того, чтобы цветы хорошо уместились, мы можем гипсофилу пышнее делать или менее объемный. Главное, чтобы сюда по центру у нас уместились все цветы, которые мы хотим добавить. И сейчас у меня получается уже вот такой этап. Гипсофила у меня распределена по кругу, и осталось сюда добавить цветы розы. Первую розу добавляю в самом центре наверху. Дальше от нее слева добавляю следующую. Третью розу добавляю с правой стороны. Если на этом этапе вы заметите, что гипсофила у вас утонула и ее плохо видно, то можно ее немножко приподнять и сделать так, чтобы она хорошо виднелась. Итак, примерными линиями я заполняю все пустое пространство розами из гофрированной бумаги. Осталось разместить еще один цветок, и вот такой букет из гофрированной бумаги у меня сейчас получается. Смотрите, какой он воздушный, нежный, эффектный. Осталось немножко задекорировать его ленточкой вот в этом месте. Для этого беру ленту розового цвета, максимально подходящую под цвет моих розочек. На нее капаю капельку клея и фиксирую с нижней стороны этого букета так, чтобы ленточка у нас не убегала, потому что у нас букет в виде такого кулечка конуса, и если мы не зафиксируем на капельку клея, то обязательно ленточка убежит. Красиво завязываю бантик. Чтобы петельки располагались в том направлении, в котором мне нужно, под них я тоже наношу по капельке клея и фиксирую эти петельки бантика. Далее отрезаю концы ленты и прожигаю их немножко зажигалкой. И все, бантик завязан, букет готов.
Наш мастер-класс заканчивается, мы с вами сотворили вот такое великолепие. Очень надеюсь, что у вас все получилось и вы довольны результатом, который у вас получился. Я с вами прощаюсь, но, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, давайте дружить, давайте вместе творить красоту своими руками. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новинки. И до встречи в следующем видео. С вами была Анна Тмерова. Пока-пока!